Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Обычно мы даем вторую жизнь лоскуткам, обрезкам ткани. А сегодня займемся термостежкой. Вы заметили, что в последнее время именно ее я ставлю на обратную сторону изделий. А куда использовать остатки? Между тем, они могут стать прекрасной основой для оригинального изделия. Подготовим квадраты размером 21,5 на 21,5 см. Вы можете взять свои размеры, просто у меня есть такой шаблон. И после всех швейных проектов у меня накопились полоски ткани. Рассортируем их на светлые, темные и приступаем к работе. На подготовленную основу из термостежки по диагонали укладываем полоску темной ткани. Сверху на нее положим светлую полоску и прошьем на швейной машинке. Сначала прошиваем, заполняем одну сторону, потом вторую часть квадрата. Полоски лучше чередовать: светлая, темная. Но так как нам надо подготовить много деталей, то лучше сразу отшивать весь массив заготовок, шить гирляндой одну деталь за другой. Деталей надо много, но и у нас обрезков тоже хватает. Как работать со сшитыми деталями дальше, думаю, что всем уже понятно. Надо их проутюжить и подровнять. Моих запасов термостежки и лоскутков хватило на 23 блока. Узор сделаем простой и оригинальный. Конечно, чтобы продолжать работу, мне нужно подготовить еще деталей. Естественно, что ничего специально резать не будем. Подождем, пособираем. Мои постоянные зрители помнят, что эту работу мы начали шить чуть раньше. А сейчас у нас готовы 48 деталей и можно продолжить работу. Шила я по термостежке. Она была разного цвета. Немного рассортируем ее по цвету и сделаем предварительную раскладку. Получилось 6 на 8 деталей. Соберем все детали стопочками. И приготовим еще полоски ткани шириной 5 см и 3 см. Соединять будем через систему двух беек. Широкую бейку сложим вдоль пополам и приложим к лицевой стороне. Узкую полоску приставим к обратной стороне. Прошиваем сразу все ткани, строчку прокладываем на ширину лапки. Можно сразу отшивать весь вертикальный ряд. Следите за направлением полосок на деталях. На следующем шаге отгибаем нижнюю полоску, приставляем к ней деталь из следующего ряда и пришиваем. Строчку прокладываем на ширину лапки. Ширина полоски была 3 см. Два шва на ширину лапки – это 1,5 см. Поэтому, когда на следующем этапе мы разворачиваем это соединение,
то ширина получается 1,5 см, и оба края лежат в стык рядом. Дальше отгибаем верхнюю двойную полоску и закрываем ею это соединение. Прокладываем стручку. Соединение получается чистое и красивое. Так мы сшиваем длинные ряды. Дальше мы таким же способом соединяем между собой горизонтальные ряды. Пришиваем 2 бейки. Разворачиваем нижнюю бейку, пришиваем к ней следующий ряд. Дальше разворачиваем готовые соединения и закрываем стык между деталями двойной бейкой. Остается только обработать открытые срезы бейкой, прямой полоской ткани с шириной 4 см. Как обработать края бейкой, я постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Сначала пришиваем ее к лицевой стороне. Обратите внимание, как мы обрабатываем угол. После этого бейку отгибаем, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. И получился прекрасный плед. Его размер 132 на 176 сантиметров. Как раз хватит, чтобы накинуть на плечи зябким вечером или укрыться во время дневного сна. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!